Добрый день, дорогие пекари! Сегодня будем делать вот такой замечательный пшеничный хлеб. Идея этого хлеба у меня родилась давно, но соотношение ингредиентов я придумала на днях. Быстренько записала параметры на салфетке, вы могли это видеть, я об этом писала у себя в соцсетях, в телеграм-канале. И вот я реализовала, пока не успела забыть свою идею, реализовала этот хлеб. Получился он замечательный, высокий, с большим раскрытием, с очень тонкой хрустящей корочкой. И сегодня я расскажу вам, в чем суть этого рецепта. Сегодня я захотела сделать необыкновенный хлеб из обыкновенной муки. И для этого мы проведем долгий аутолиз муки. Я беру муку селяночка первого сорта. Она продается в сети «Пятерочка», 320 граммов. И добавляю цельнозерновую пшеничную муку. У меня марка Твердохлеб. Вы можете взять любую цельнозерновую муку, которая у вас есть. Сейчас ее просею, потому что она у меня долго достаточно стояла и слежалась. Видите, какие комочки. Цельнозерновой муки 80 граммов. Сюда добавляем 325 граммов прохладной воды. Сейчас зима, холодно, поэтому вода из-под крана холодная. Дополнительно ее охлаждать смысла нет. Берем скребок и замешиваем тесто. В этом тесте нет ни соли, ни сахара, ни закваски, ничего. Это просто мука и вода. И сейчас я оставлю после замеса тесто на аутолиз, то есть на процесс развития клейковины. В пшеничной муке просто от смешивания воды с мукой начинают разбухать волокна глютена, клейковины, и затем они создают каркас теста. Промесите хорошо, чтобы не осталось сухой муки. Можно перейти на стол и промесить, можно прямо в миске это сделать. Убедились, что нет сухой муки. Накрываем крышкой и оставляем как минимум на 4 часа, можно дольше. Я оставлю часов, наверное, на 6-7. Важно соблюдать температурный режим. Температура при длительном аутолизе не должна быть высокой. Я поставлю на подоконник поближе к окну, где прохладно, порядка 17-18 градусов тепла. Прошло 5 часов. Это, кстати, тот самый рецепт по этой самой бумажке. Прошло 5 часов аутолиза. Смотрим на наше тесто. Видите, что с ним случилось, да? Так, добавляем соль. Я беру мелкую морскую соль. 10 граммов мелкой соли. Смачиваю руку холодной водой. И начинаю сюда втирать соль. Какое прекрасное получилось тесто. И как замечательно оно собирается. Соль, конечно, еще не растворилась. Но у меня тесто собралось. Смотрите, что мы делаем. У меня здесь закваска Левита Мадре. Я ее сейчас использовала для другой выпечки. И этот хлеб я сделаю на Левита Мадре. Мне нужно 60 граммов закваски. Ну, 65, пусть будет 65. Чтобы смешать эту закваску с этим тестом, это будет непросто. Если я сейчас порву кусочки, брошу туда, начну замес, у меня тесто будет все в мелких таких суховатых кусочках. Поэтому мы пойдем другим путем. Берем Левита Мадре и раскатываем тонкий пласт. Можете сделать это на тесто-раскатке, если оно у вас есть. Это у меня не остатки закваски, это самое, что ни на есть, только что свежеподошедшая активная закваска. Снова смачиваю холодной водой руку, распластываю наше тесто, накладываю сюда Левита Мадре и заворачиваю. После этого мы начинаем замес теста. Можно месить отбиванием, можно растиранием, как вам удобно. Главное домесить до однородного состояния. Можно положить сейчас в машину, в миксер, тестомес и начать замес. Я люблю месить отбиванием. Технику замеса я показывала. Оставлю ссылочку в описании. Посмотрите, видите, Левита Мадре начинает расходиться, все начинает рваться. Не нужно этого бояться. При такой технике закваска у нас разойдется гораздо лучше. И замешиваем так минут 15. В процессе замеса я сделала паузу, чтобы тесто немножечко расслабилось. И еще сейчас его подмешу. Видите, какое оно
приятное, влажное, но как только я его начинаю месить, оно тут же собирается. В принципе, оно уже однородное. Вот тут есть небольшие неровности, поэтому промешу еще минут 5-7. Все, тесто я замесила. Видите, какое хорошее, однородное. В миску в то же самое чуть-чуть масла. Смазываем мы для того, чтобы потом было проще работать с тестом и чтобы самому тесту было проще подниматься. Укладываем тесто сюда. Накрываем его крышкой. Оставляем бродить 4 часа при комнатной температуре. Температура должна быть от 21 до 24 градусов тепла. И каждый час делаю складывание, то есть будет 3 складывания через первый, второй, третий час. Через час после замеса возвращаемся к тесту. Смачиваем руки. Смотрите, какое нежное тесто. Вытягиваем его. Складываем. Вытягиваем с противоположной стороны, складываем, вытягиваем. Замечательно. Смотрите, какое. Если хочется играть, оно как лизун. И складываем. Можно еще раз пройтись, но оно уже сопротивляется, конечно. И вот так мы еще повторяем 2 раза через час. Сейчас будет третья обминка. Одну я не стала записывать, потому что они все одинаковые. Третью хочу вам показать, потому что интересно, как развелось тесто. Смотрите, как оно тянется. Великолепно. Оно как будто ткань, как шелк. Красота. И с 4-й стороны. После третьей обминки оставляю тесто еще на час при комнатной температуре. Прошел еще 1 час. Подпыляем муку на поверхности, подпыляем на стол. Выкладываю тесто. Тесто неровное, как вы видите, да, здесь толще, здесь тоньше. Поэтому, чтобы тесто у нас было равномерное при формовке, делаем предформовку, натяжение и округление. Округляю колобок. Видите, уже большие пузыри, тесто бродит. Накрываем миской, оставляем на 15 минут. Прошла отлежка, сейчас будем формовать. Делаем легкий подпыл мукой, просто чтобы тесто не прилипало. И формую своим любимым способом. Это пеленание. Подробно этот способ формовки я показывала. Оставлю ссылку в описании. Посмотрите. Сформовала. Расстойку буду делать швом вниз. Про мои корзинки, про их размер я делала отдельное видео. Посмотрите, какие для расстойки у меня есть корзины и какие для какого веса заготовки подходят. Сейчас нужно накрыть пленкой и отправляем на расстойку, на долгую. В холодильник 16 часов она займет. После 16 часов расстойки хлеб выглядит вот так. Корзинка у меня крупная, он немножко расплылся в сторону. Духовка у меня разогрета на 250 градусов. Надрезаем лезвие. Тесто нежное, влажное, поэтому немного тянется. Хоть и после холодильника. Выпекать буду под колпаком в своей алюминиевой гусятнице. О том, какую я посуду использую, у меня есть отдельный сюжет. Посмотрите. На 15 минут отправляю под колпак, потом колпак сниму и еще допеку минут 20 при температуре 210. Время выпечки у меня завершилось. Вот такой потрясающий получился хлеб. Если вы узнали и поняли, это тот самый хлеб, рецепт которого я записала утром на салфетке несколько дней назад. И вот я его сделала. Посмотрим, какой он внутри. Внешне он мне очень-очень нравится. Оставляю его остывать на несколько часов. Хлеб остыл. Смотрите, какой красивый. Тонкая, классная, хрустящая корка, огромное раскрытие, больше, чем на полбуханки. Высокий гребешок. Давайте разрежем и посмотрим. Вот такие поры. Красиво очень. Это за счет того, что тесто было влажным, плюс аутолиз был долгим. И вот такая структура интересная у этого хлеба создалась. По-моему, очень красиво. Я довольна. Вам всем желаю вкусного хлеба. Присоединяйтесь ко всем моим ресурсам. Приходите ко мне на курсы. Будем с вами печь и испечем еще много всего интересного.